Друзья, всем огромнейший привет, с вами Лада, и в этом видео я приглашаю вас сплести вместе со мной вот такого интересного и симпатичного паучка. Весь процесс показываю очень-очень подробно. В описании под видео оставляю список тех материалов, которые я использовала для его плетения. И если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру, и давайте же начнем. Перед началом плетения паучка я занимаюсь его ногами. У него 4 пары ног, и я готовлю 4 трубочки, и в каждую трубочку вставляю проволоку. Проволока у меня тоненькая, я ее покупала в магазине для рукоделия. Это проволока для флористики. В упаковке 40 штук, покупала я где-то за 80 рублей. Вот, подготовила я ножки вот таким вот образом. И теперь беру 2 дополнительных трубочки. Намечаю середину моих ног. Ну, где-то вот здесь будет у меня середина. И я эти ножки кладу на вот эти вот 2 трубочки. Вот таким вот образом. Далее эти 2 трубочки я заворачиваю следующим образом. То есть одна у меня идет сюда, другая идет сюда. Вот такая картина получается. Теперь беру все это вместе, переворачиваю и сделаю перекрест на этой стороне. Одну трубочку сюда, вторую трубочку вот сюда вот. Вот таким образом у меня здесь получился перекрест. Снова переворачиваю. Далее отгибаю вот эту вот трубочку и эту помещаю вот сюда. Теперь то же самое проделываю с этой стороны. Отгибаю эту трубочку и эту помещаю вот сюда. Такая картина. Теперь отгибаю поочередно вот эти вот трубочки, раздвигаю их, чтобы у нас между ними образовалось небольшое расстояние. Теперь вот эту трубочку я загибаю вот сюда вот, то есть уже за вторую ногу получается, и делаю как бы перекрест. Вот эта трубочка у меня пойдет тоже за вторую ногу, вот таким вот образом. С обратной стороны у нас получается вот так вот. 2 трубочки здесь вышли. И также перекрестом они уходят между ножек. Одна трубочка уходит вот сюда. Вот таким вот образом. Вторая трубочка идет перекрестом вот за эту ногу. И у нас между каждой ножки просунулась трубочка, получается. Переворачиваем. А здесь у нас вот такая картина. Это усики нашего паучка. Это у него ножки. Их можно сложить обратно, чтобы они нам не мешали. Так как они у нас с проволокой, они очень легко складываются, убираются, разбираются и так далее. Теперь у нас вот эти трубочки вышли в эту сторону. Такая картина. Сейчас мы также делаем перекрест из них. Вот таким вот образом. То есть одна у нас ложится вот сюда вот. Вторая ложится вот сюда вот. Здесь я очень хорошо их подтяну, чтобы не было утолщения. Ну и так как они у нас перекрестом, мы их убираем назад. Одну трубочку убрали назад и вторую трубочку убрали назад. Вот вывели сюда. Посмотрите, что у нас с этой стороны. Вот таким вот образом все происходит. И нам нужно их сейчас закрепить. А для этого мы их просовываем вот через эту трубочку. Я ее немного расширяю, чуть-чуть. И сюда просовываем эту трубочку.
То есть, чтобы они у нас не болтались. Вот таким вот образом. Аккуратно, главное. И сюда же рядом с обратной стороны только просовываем конец этой трубочки. Главное не терять ее положение. Вот так. То есть с этой стороны у нас все это выглядит вот таким вот образом. С обратной стороны все выглядит вот таким вот образом. То есть мы просто эти две трубочки закрепили, просунув их через вот эту вот перекрестную трубочку, грубо говоря. По обстоятельствам мне пришлось эти трубочки нарастить новыми трубочками, и я еще обрезала кончики проволоки, которые торчали. Вот такая ситуация у нас сейчас с паучком происходит. Трубочки у нас вот в таком положении находятся. Сейчас я добавляю дополнительные трубочки для спирального плетения, для плетения тельца. Для этого я взяла трубочку, сложила ее пополам и просовываю ее вот в это вот место, в эту трубочку, за которую мы с вами фиксировали вот эти. Просунули одну трубочку. Теперь также и вторую просовываю вот в это место, в эту трубочку, где у нас есть остальные. Вот так вот. И сейчас у нас с вами дополнительно просунулись 4 трубочки, образовались рабочие, и всего 6 трубочек у нас получилось рабочих. А для спирального плетения нам нужна еще одна дополнительная трубочка, поэтому что я делаю? Я переворачиваю паучка. Кстати, вот у нас вид вот такой вот сверху, это его брюшко. А здесь я вот так вот складываю мои вот эти трубочки рабочие в пучок, можно сказать. Беру дополнительную трубочку, немного капаю на нее ПВА, чуть-чуть ПВА. А далее просовываю ее вот в это место, под брюшко, грубо говоря. Вот так вот просунула. Складываю все вот эти трубочки в пучок. И этой трубочкой делаю виток вокруг этого пучка. Раз. Вывожу на ту сторону. Обнимаю, грубо говоря, эти трубочки. И еще раз делаю виток. Второй. И также вывожу его на обратную сторону. У нас добавилась дополнительная трубочка для спирального плетения. А с этой стороны все выглядит вот таким вот образом. Вы можете ее не добавлять, а сразу в этот пучок добавлять просто трубочку без заворачивания, без витков, и уже начинать плести спиральным плетением. Для спирального плетения я вот эти вот трубочки все вот таким вот образом раскладываю. Цветочек такой получается у нас, если так посмотреть. Да, вот так вот раскладываю. Немного увлажняю, чуть-чуть. Вот таким образом у нас с вами расположены трубочки, и мы начинаем спиральное плетение. Начинаю я от той трубочки, которая обвивала тельце. Здесь я не буду подробно показывать само спиральное плетение, его суть. А я сейчас покажу, как начинать спиральным плетением тельце вот этого паучка. То есть я, грубо говоря, друг за дружку вывожу вот эти вот трубочки. Главное не потерять фокус, ракурс, с какой трубочки вы начинаете. Трубочки заводятся одна за другую. Еще раз говорю, главное не потерять, какая трубочка за какую идет.
грубо говоря. Вот таким вот образом. Сначала у нас такое узкое получается тельце, а потом оно идет у нас на расширение. Начало всегда самое сложное. Здесь можно запутаться, какие трубочки идут за какие, а потом уже у нас с вами будет все полегче. Так, здесь немножко напутала я. Да. Потому что здесь трубочек много рабочих, площадь маленькая. И здесь главное не спутать, какая за какую идет. Ну и сейчас постепенно вот так вот расширяем. Даже можно вообще не постепенно, а очень резко расширить. Иначе у нас тельце будет продолговатое. Но, в принципе, паучки у нас разные бывают, поэтому тут будем смотреть уже по ходу ситуации. А те коротенькие трубочки мы будем сейчас наращивать. Вот что у нас получается. Это у нас получается перед. Ну, все тут высохнет. Это у нас получается брюшко. Если вы хотите расширять тело паучка, то тогда здесь просто увеличиваете вот эти вот грани. Постепенно, видите, да? Берете и увеличиваете просто расстояние между самими трубочками. И плетете дальше. Вот оно, видите, увеличивается. Проплести можно так несколько рядов и потом идти на сужение постепенное. Эту трубочку уже надо наращивать. Тем, кто путается в спиральном плетении, дам небольшую подсказку, как, например, я плету этим плетением и не запутываюсь. Каждый раз я ориентируюсь на количество трубочек, через какое мне нужно проплетать. Вот, например, эту я проплела, положила. Теперь я беру следующую вот эту вот и через одну, то есть через вот эту, которую я положила, загибаю за следующую. Беру вот эту вот, загибаю через одну к следующей, вот так. Ну и смотрю, да, как у меня тельце расширяется. Еще пару рядов точно проплету широким плетением. То есть вот эту вот я положила, беру рядом эту, кладу через одну на вторую, через одну на вторую, через одну на вторую, и вот так вот и повторяю. Через одну, грубо говоря, вот здесь вот у меня вторая, через одну на вторую,
повторяю так постоянно. Вот такое вот спиральное плетение получается. Через одну на вторую. Здесь наращиваю трубочку. Так, нарастили трубочки, и постоянно я ориентируюсь, глядя вот на само тельце, да, сколько мне уже, хватит ли мне проплетать вот эти широкие ряды. Ну, я думаю, что хватит. Теперь я немножечко сужаю. Это делается тоже очень просто. То есть я просто постепенно уменьшаю между вот этими гранями расстояние. Постепенно, потому что иначе, если резко это все делать, то у нас резко будет все очень узко. Хотя, конечно, судите по своему паучку. Если вас будет устраивать такая форма, то почему бы и нет. Вот видите, я начала постепенно сужать. Раз. Как бы я все ближе и ближе к центру подхожу. Все ближе и ближе трубочки у меня к центру располагаются. Ну, я смотрю, мне уже, да, мне уже хватит. У меня такой будет очень-очень, как сказать, пузатый паучок, грубо говоря. И сейчас вот как раз-таки мне нужно это на сужение идти. Наращиваем трубочки. Нарастили трубочки. И плетем дальше уже. Скоро у нас конец. Наращивать я стараюсь эти трубочки вот здесь, вот где грани, чтобы у нас вот здесь ничего не было видно во внешней стороне. Можно, кстати, вот этих вот трубочек рабочих делать меньше. То есть, например, добавить всего лишь еще 2 рабочие трубочки там в тельце, да, к тем дополнительным 2. Но это уже смотрите сами. Вот все ближе и ближе расстояние я делаю. Здесь я говорю, что главное не запутаться. Вот в этих вот трубочках через одну всегда. Вот какую трубочку кладете, такую одну слева берете и через одну. Тогда вы точно не запутаетесь. Вот, подходим уже к серединке. Все ближе и ближе у нас с вами все это. Совсем тут можно вообще уже затянуть все. Всю попку затянуть. Это получается у нас тут брюшко, да? Вот у нас... Но все равно у меня такой продолговатый паучок получился. Но бывают и такие паучки. Бывают и такие, так что... Ну и вот здесь я уже подошла к самому концу практически. Я сейчас убираю трубочки внутрь. Вот таким вот образом. Можно вообще клеем ПВА все это замазать. Да, я так и сделаю. Просто когда я их убираю, я вот таким вот образом замазываю. Клеем ПВА. Все это. Тоже это внутрь заправляю. Ну, если они длинные, я уже вот так отрезаю и заправляю это все внутрь. Получается, нам нужно все вот эти трубочки заправить внутрь. Чтобы у нас попка паука выглядела оформленной. Эту тоже заправляем внутрь. Так, если длинная, обрезаем.
Вот здесь вот мажем ПВА. Можно титаном вообще промазать. Но это уже там какой лак у вас имеется, таким и промазывайте. Вот эту трубочку тоже продеваю внутрь. Вот сюда вот. В общем, все трубочки мы прячем вместе вот туда внутрь. По возможности, конечно. Вот. Эту прячем сюда внутрь. Ножницы нам в этом помогают. Вот таким вот образом все спрятали. И последняя трубочка у нас идет тоже ПВА. Да, здесь, конечно, надо потрудиться. В общем, надо потрудиться в самом начале плетения паучка и в самом конце. Но в конце тут уже ничего сложного нет, просто потрудиться нужно с оформлением вот этой вот попки, чтобы у нас все хорошо тут заправилось, все очень аккуратненько. Вот таким вот образом. Смешно немножко получилось. Все, у нас, в принципе, паучок готов. Смотрите, да? И теперь мы с вами вот здесь вот немножечко это все обрезаем. Вообще смотрим, какой длины у нас ножки получаются. Да, то есть, допустим, вот у моего вот этого паучка, какая тут длина ножек была? Ну, не очень, кстати, большая. Хотя он был немножко поменьше, да, у него тельце было чуть-чуть поменьше, как у муравья. Тут мне кто-то написал. Вот, поэтому мы, значит, ножки тоже обрезаем не слишком коротко, потому что у нас тут тельце большое, паучок сам большой получился. Ну, вот таким вот образом это все мы обрезаем. Я подпишу, сколько у меня сантиметров получилась каждая ножка. Да, и здесь тоже на таком же расстоянии обрезаем и эти ножки. То есть я просто измеряю, грубо говоря, другой этой самой трубочкой и обрезаю. Все. Обрезали. А теперь мы расправляем лапки у паука. Расправляем. Все, паучок у нас готов. Можно было тельце еще пошире сделать. Вот, а можно оставить так. И вот сейчас что я делаю? Они у нас, эти лапки, складываются напополам. Я беру в одном месте вот так вот их раскладываю. Главное, чтобы это было симметрично. Вот, так как у нас внутри проволока, то это делается все очень-очень просто. И получается, что этот у нас паучок стоит на своих же лапках. Все, паучок готов. Ну вот такой милый и симпатичный паучок у нас в итоге получился. Единственное, я допустила небольшую ошибку. Тельце у него получилось слишком продолговатым, потому что я очень-очень постепенно его сужала. А если вы хотите, чтобы у паучка тельце получилось более круглое, то тогда, когда вы уже заканчиваете расширение спиральным плетением, тогда более резче вам нужно это все сужать. Тогда тельце будет более круглое. Глазки у паучка я сделала с помощью бумажных салфеток и ПВА. И в завершении покрыла паучка лаком. Я надеюсь, что это видео вам оказалось полезным в какой-либо его части. Обязательно ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выхода новых видео и трансляций. Желаю всем отличного настроения, вдохновения и легкого плетения. Увидимся очень скоро. Пока-пока!